Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайк прошу, поставьте. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за вами и с какой, собственно, целью? Рассмотрим сегодня. Для начала делаю вашу сигнификацию, если срезонирует, если вы себя узнаете, лучшая из лучших, роскошнейшая женщина, точно, на вас очень похож. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Подумайте о себе, улыбнитесь. Какая девочка пришла на расклад? Что это у нас тут за горе горькое? Чем вы расстроены? Так, на вас вышла карта Луна. Многообещающая. Для начала могу сказать, очень женственная, привлекательная, манкая, загадочная. Для многих непрочитанная книга. В принципе, как будто бы такая женщина, знаете, начинаешь с вами общаться, и вроде бы вы можете честно отвечать на какие-то поставленные вопросы. Я понимаю, там диалог какой-то, не обязательно вы как на приеме у прокурора, да? Но вот за вашими какими-то ответами как будто бы скрыто не то, что там это сознательно тайна, но вот желание у людей еще о вас узнать больше, еще может говорить о том, что вы разноплановая, много талантов каких-то, даже скрытых, может быть видение мира даже какое-то такое иное, ну нестандартное, скажем так. Почему-то мне так идет. Можете быть. Тут еще перед вот этой луной стоит карта перехода на более высокий уровень. Если все вместе мы считаем, то мне так идет информация. Женщина, которая хотела бы улучшить свое состояние. То есть уже мы понимаем по вот этим картам, вот это вот сейчас я это больше раскрою эту тему, но есть недовольство тем уровнем жизни, ну, который у вас сейчас есть. Какой-то период вашей жизни. Вот тут очень много карт, говорящих, что вы точно хотели бы перейти на более высокий уровень. У кого-то это элементарное физическое состояние. Просто эта карта уставшей женщины. Она прекрасна, красива, но настолько какая-то изможденная. Где-то кто-то изможден уже ожиданием вот этого перехода. Вы говорите, да когда же в моей жизни все улучшится, наладится? Да сколько же может это все продолжаться? У кого-то объективно какие-то печали, тревоги, может быть, ну, болезни родных, близких. Это я самая элементарная привела. У кого-то материалка. Тут у многих вот эта карта, она частично как мистическая такая. И такой подтекст, она читается как окно в иной мир. У многих из вас потребность даже, может быть, получить эти ответы, как подсказочки по жизни. Может быть, не нашли вы вот... Может быть, при общении с какими-то вашими друзьями, родными, может быть, даже и задавали вопросы, и сами себе задавали, как мне улучшить жизнь, почему в моей жизни что-то не так ладится. Я тут буду читать это как карту вот из состояния, где вы, опять-таки, хотите, чтобы в вашей жизни что-то изменилось в лучшую сторону, может быть, увлечение эзотерикой, у кого-то психологией. Это как процесс, он не останавливается, он идет. Эта карта говорит о том, что в принципе вас высшие силы ведут, поддержка высших сил есть. Хотя по вот этим картам вы мне можете сказать, да что-то я не сильно это ощущаю, но мне показано, что это как период у вас такой, какие-то беды, лишения, может разочарование. Тут просто девочка слезки, горе, я же говорю, горе горькое. Может быть разочарование в людях, какая-то апатия, депрессия. И вот эта карта говорит о том, что где-то вы себя вот как загнали, где-то может быть параллельно за одно, второе, третье хватались. Где-то бывают у нас такие ситуации, когда, правда, очень трудно отказаться. Там какие-то проекты, помимо основной какой-то там работы или род деятельности, или заработок какой-то, на нас еще накрывает и там, и там, и там. А у кого-то, если это еще и параллельно тут в семейной сфере, там проблемы, там еще, может, с родными, близкими, как-то финансы. Может быть такой период, когда вот накрыло, когда не знаешь, за что хвататься, и ты стараешься хвататься за все. Поэтому вот такая какая-то история. Просто вам подсказочка, больше внимания обратите
на свое здоровье. Может быть, отдых, режим сна. Ну ладно, не буду вас учить, поучать, сама точно такая, поэтому вот эта карта говорит о том, что еще хорошая мамочка, очень заботливая, внимательная. У кого-то сочетание вот этих карт тоже хотите в вашей жизни, понятно, в семейной, почему-то тут с детками, чтобы все в лучшую сторону двигалось, переходило на новый уровень. Какой-то тут запрос на это есть. Так, но при этом последняя карта Луна, вот так если все прочитать, говорит о том, что это понятно, что вы не останавливаетесь в развитии, вы, может быть, ищете ответы на эти вопросы, но по Луне как будто бы по большому счету пока еще, может быть, нащупываете просто этот путь и куда вам двигаться, и вы мечтаете об этом, но пока как будто бы такого вот, знаете, как вот этот туман, вот Луна, это туман какой-то, дурман, обман, это не какая-то неопределенность, это в классике. С одной стороны сидит на берегу реки, воет волк, с другой стороны собака, да, это когда это олицетворяет, когда ты не понимаешь, вокруг тебя то ли друзья, то ли враги, вот как-то все туманно, неопределенно. И эта карта, переход на этот новый уровень, этот дирижабль в небо поднимается, это мне история о том, что вы медленно, но уверенно, правильно, вы идете в сторону улучшения качества своей жизни. Но Луна, она опять-таки говорит, что пока еще нет этого вот вами вот, желаемого результата, когда вот, да, туман развеивается, вот как вот пронизывает этот луч то ли солнца, то ли какого-то маяка, да, свет. Когда вы точно уже понимаете, куда двигаться, как двигаться, к чему. Как будто бы пока еще все-таки где-то как, ну не то что во тьме, но как-то тут высшие силы все равно вас ведут к этому. Но пока я не вижу, что вы достигли того, к чему вы стремитесь. Так, это все-таки это первая карта, она не дает мне покоя. Что ж это такой какой-то ребеночек на вашу сигнификацию, которого слезы. Угу. Ну, в общем, особо так я не могу сказать, что тут прям что-то раскрыли ситуацию. Сейчас я не буду на этом зацикливаться. Показано, что да, вы для себя определяете, вы хотите идти вверх по лестнице. У кого-то это карьерная лестница, у кого-то это, в принципе, вот вы поставили перед собой цель, какие-то достижения. Как будто бы амбиции у кого-то даже просыпаются. Вы говорите, я хочу идти вверх. Но где-то по паутине я запуталась. Где-то вот это вот сочетание с этим я была как ребенок. Где-то наивна, где-то доверчивая. Где-то даже там девочки обижаются, когда это слово говорю. Ну, я не знаю, как по-другому. Солнце это тоже как ребенок, но у ребенка же не просто, это же яркость восприятия, не просто там детскость какая-то. И часто инфантилизм, девочки, отсутствие каких-либо этих, ну не знаю, то ли амбиций, то ли каких-то желаний доводить вот поставила цели довести до конечного результата, да, какие-то приложить усилия. У некоторых это было состояние какое-то, как будто плыли, сейчас я выговорю, плыли по течению, да, как будто бы считали, что вот тут, ну, как-то оно само сложится. Почему-то вот эти карты мне говорят о том, что где-то отчасти вы сами стали заложником этой ситуации. Я не говорю, что вы тут во всем виноваты, но вот это вот состояние, где вы как в паутине запутались, и тут эти карты, и самая тут важная карта карма и подарок, говорит отчасти о том, что где-то при возможности, может быть, как-то проявляться более, как-то, ну не знаю, более целеустремленными быть, да, назовем это так, более, может быть, трудолюбивыми быть, для себя любимой тут, вот как будто бы вот, то вы как будто, даже не то, что как избегали этого. Или, может быть, перекладывали ответственность за свою судьбу. Там, если есть мужчина рядом, или был он, да, или вы надеялись, что он появится, то как будто бы вот все-таки идет какое-то, то ли неосознанное перекладывание. Вот как будто бы придет мужчина, благодаря ему моя жизнь изменится. Вот как-то так, может, в связке с ним вы рассматривали свою жизнь и свои какие-то дальнейшие шаги. Девочки, как-то так. Почему-то, потому что карма, это как отчасти, ну, как бумеранг какой-то, извините, но так оно идет, вот как будто бы. И карта подарок, вы надеялись на один исход, а тут вот форс-мажор, будто бы вот теперь приходится
мягко говоря, выходить из этой ситуации. Но меня радует первая карта. Она говорит о том, что сейчас, я повторюсь еще, у вас как будто бы эти желания, амбиции реализоваться, чего-то достичь, куда-то вверх идти по этой лестнице, как минимум выпутаться из вот этой паутины какой-то, ну, появляется. То есть урок, по большому счету, как урок какой-то прошли, вы осознали. Вы четко уже понимаете причинно-следственную связь. Ну, тут осознанная женщина, мудрая, я бы сказала, уже. Уставшая, изможденная в чем-то, девочки, обратите внимание. Все равно привлекательная. И по Луне, ну, это ж таланты. И опять-таки, у кого-то по Луне, конечно, еще и зависимости могут пройти, да, я должна это озвучить. Интересно. Ой, ну, что, я не буду тут прям озвучивать, что все прям плохо по Луне. Но какая-то ситуация показана, что по Луне именно на вас. Карта лабиринт, как будто бы опять-таки в лабиринте блуждаете, ищете этот выход. И пока не могу сказать, что прям вы его четко видите или идете. Болезненный какой-то, может быть, период у вас этот, в принципе, вот, да, вот эти карты говорят об этом. Болезненный почему? Потому что опять не получаете желаемое. Потому что, может быть, вот этой карте слишком много уже во что-то вложили, много сил как это сказать, в общем, много сил потрачено, да, а результат совсем не тот. Может быть, идет осознание того, что если бы я эти силы направила там, в другое русло, или построила отношения с другим мужчиной, или какую-то карьеру там куда-то там строила, уже не знаю, там, может быть, в другой фирме, с другими людьми, как-то вообще, может быть, где-то какое-то обучение другое получала. Как будто бы вот есть такой вот как анализ вот этого вот всего, что в вашей жизни происходит. И тут, вот смотрите, тут и сердце разбито, и карта безденежья, и при этом эта карта доступность, я буду это все считывать, и это болезненно, вот этот форс-мажор какой-то, этот клоун выскакивает злобный, как будто бы идет осознание того, что, ну да, где-то я там, где нужно мне было приложить усилия, может быть, там, получить какое-то образование, 5-е даже, да, но это получить ту специальность, которая мне в кайф бы, которой бы я с удовольствием занималась. Вместо этого я там десятилетия пахала на какой-то нелюбимой работе. Ну, я пример привожу, девочки. Или с каким-то партнером. То же самое, разбитое сердце. Можете тоже говорить. Я так долго боялась остаться то ли одна. У кого-то чувство вины, у кого-то детки. У всех разное. Но тут тоже как будто бы результат такой, не буду говорить плачевный, но он вас не устраивает. Вы говорите, то ли раньше нужно было разводиться, то ли при первых же звоночках как-то надо по-другому было себя вести. И безденежье, это тоже в прямом смысле. У кого-то материалка проблемы, вы говорите, опять-таки. Было раньше больше сил, возможностей, шансов. Я почему-то туда не пошла, тем не воспользовалась. Как-то так. У кого-то безденежье, это в принципе как отсутствие ресурсов. У кого-то, если сейчас вот эта карта, она говорящая мне о том, что может быть, раньше, ну, больше энергии, да, вот прям прилив энергии было, и хотелось творить, что-то пытаться, а сейчас, может быть, усталость, и какая-то вы говорите, ой, как же мне эти деньги заработать, эти ресурсы я растратила, в том числе, девочки, ресурсы разного же рода, энергия, может быть, да, вот как вот там, состояние, как будто бы вы переболели, и сил вообще не столько, сколько вам хотелось бы, и точно на вот такой энергетике ну, не совершаются подвиги какие-то, ни трудовые, ни какие-либо. Ну, для себя, любимая, я не говорю для кого-то. Себе во благо. Так, что-то как-то... Ладно, не буду комментировать, как загнала себя девочка. Так. Так, давайте посмотрим, кто следит за вами, да? С какой целью? Кто следит за вами? И с какой целью? Кто следит за вами? И с какой целью следит этот человек за вами? Кто следит за вами? И с какой целью следит этот человек?
Кто следит за вами? С какой целью следит? Кто следит за вами и с какой целью? Начинаем. Итак, кто следит за вами? Человек из прошлого сразу показано. Человек, с которым вы сейчас можно сказать, на расстоянии. У звезда это отдаление, это холод, эмоциональный холод. Можете вообще на другом на конце света быть, да? Такая континент другой, страна, не знаю, регион. Ну, тут как будто бы улица. Ну, скажем так, человек из прошлого, который на расстоянии. Так, что это за человек? Угу. Кто это? Женщина, мужчина? Сейчас посмотрим. Женщина или мужчина? Ух ты. Дьявол. Это женщина или мужчина? Женщина или мужчина? Женщина или мужчина? Мужчина. Мужчина какой-то следит за вами. Ну, наверное, может быть, через близких. Не обязательно его близких. Может быть, там, друзей, знакомых, как минимум. В соцсетях. Почему-то мне так идет. Ну, не факт. Давайте посмотрим. Вышло все-таки это король Пентакли, девочки. Ага, может быть, женатик. Не свободный мужчина. Мужчина материально ориентированный. Тут очень много карт об этом говорят. Мужчина, для которого имеет место. Тут... Знаете, тут как бы романтики маловастенько, а тут максимум, что может его это накрывать по дьяволу, желание еще приумножить то, чего он там достиг, там, яхты, пароходы, уже не знаю у кого там, сундуки с золотом. Скорее практичный, прагматичный, не романтичный мужчина, который четко знает цену, ну, деньгам, можно сказать, каким-то материальным накоплением. Туз Пентаклей сам по себе ценный, и себя ценит, и себя любит, может быть, опять-таки, не упустит возможности заработать, не упустит возможности. У кого-то, кстати, такое сочетание может быть на работе, знаете, это как-то... Тут еще такой какой-то подтекст, я не совсем понимаю, честно говоря. У кого-то может занимать то ли должность какую-то, то ли... Вот почему-то мне так идет, как будто бы благодаря этой должности у кого-то как он может постоянно вот как бы улучшать свой материальный уровень жизни. Вот как-то так мне идет. Может быть, прикрываясь вот даже какими-то... Я не совсем это понимаю, но имеет доступ благодаря своему профессии, должности какой-то. Вот тут как-то так вот идет. Вот. Ему идет этот заработок, доход. Постоянно какая-то дьявол и борьба с самим собой. Какие-то эти качели. Постоянно он что-то куда-то... Как будто бы, знаете, вот так вот на поверхности человек, который внешне может транслировать себя таким каким-то, ну, правильным человеком, который авторитетом даже пользуется, ценный, может быть, очень ценный работник, кстати, специалист, да, какой-то там высоко то ли оплачиваемый, то ли востребованный. Но параллельно за этим всем фасадом тут дьявол и какие-то борьба со своими демонами, со своими какими-то тараканами. Ну, они тут огромные, эти тараканы. Но у нас у всех есть теневая сторона. Но тут у мужчины конкретно накрывает. И это вот дьявол-то вышел первый. То есть у мужчины могут быть разного рода зависимости. У мужчины могут быть... Ну, тут меня радует то, что он как будто бы это пытается контролировать. Ну, тут любые зависимости, девочки, могут быть. Но этот дьявол, он как будто бы постоянно присутствует. Ну, как минимум, быстрая езда, как минимум адреналинозависимая может быть, да? Какие-то вот такие вот моменты могут быть. Так, ладно, может быть, он даже старается как-то с этим...
то ли совладать, то ли как-то корректировать это все. Вот как-то так, девочки. Так, что еще? По звезде, кстати, он может быть опять-таки востребованным то каким-то специалистом. Звезда это тоже специалист своей какой-то, может, нишу свою занял, да, там в профессии в какой-то. Так, мужчина говорит, так интересно, он говорит, постоянно обучается чему-то новому, ищет тут способы достижения вот счастья, радости этой. Где-то у него неотъемлемо идет по звезде это желание опять быть каким-то исключительным, таким каким-то для него это очень важно, не быть каким-то середнячком, уж тем более не каким-то там, уже не знаю, серым, незаметным. Нет, ему важно блистать, ему важно чего-то достичь, реализоваться. Для него это истинное счастье. И при этом он не просто как-то полагается на волю небес там, или плывет по течению. По карте мудрость ищет пути достижения вот этого состояния по счастью. Так, убеждение. Ну, по вот этой карте я могу сказать, что где-то такой мужчина, при том, что он чему-то обучается, информацию постоянно получает, перерабатывает. Тут машина, голова как машина, такая тук-тук-тук, все, человек понимает, все сечет. Но у него есть какие-то свои, вот, по крайней мере, были в прошлом, какие-то убеждения, и вот уж что-нибудь он там себе надумал, и фиг вы его переубедите, да. В том числе, девочки, тут какие-то были убеждения, может быть, планы по поводу его семья, аист, ребенок. И тут почему-то, девочки, тут такая интересная какая-то история, как будто бы в прошлом он мог... Хорошо, если я не особо тут вижу каких-то пламенных, каких-то тут качелей эмоциональных, нет, тут как будто бы у него есть четкое, допустим, восприятие того, что вот если там женат, если есть ребеночек, я должен ребеночку этому помогать. Я должен, вот семья, я должен на ноги поставить, я должен вкладываться. Вот как-то так. Вот почему-то мне, ну, идет такое. Но при этом идет потом дальнейшее, как будто бы он ожидал то ли от этого союза, то ли от отношений. Он ожидал одного, карта Лотос, где-то чистота намерений, чистота... каких-то, может, даже иллюзиях пребывал человек. Ну, и как бы подчинение, уж не знаю, с его стороны. Вот несколько раз выходят эти карты. Книга, тут карта мудрость. То есть человек очень интересный, человек разноплановый. Так, при этом, может быть, столкнулся с какими-то проявлениями воительницы женщины, которая тоже не глупая. Вот я не хочу тут просто нагнетать, тут сильно тут такое впечатление, будто бы человек со своими убеждениями пытался строить жизнь, может быть, женат и аист, детки. Надеялся по карте Лотос, какая-то чистота, в общем, что-то выстроить, ну, достойное. Но тут неизменно идет разочарование. У кого-то карта плод, я не буду говорить, у кого-то прям разочарование, может быть, дитё чем-то расстроило, разочаровалась, может быть, для ребенка все старался, но знаете, как дети иногда избалованные, они тоже приносят очень много неприятностей потом, по факту. Или сам союз вот не принес ему этого удовлетворения, тут четко как разочарование какое-то. Вроде бы даже сразу мог он как-то стараться. Тут как коса на камень зашла с какой-то вот женщиной. Не буду тут развивать это. И дальше идет какая-то игра, как будто бы мужчина то ли выбирает свою дорогу вверх, больше как будто бы он отдаляется от этой семьи, от желания, может быть, вкладываться прям вот 100%, вот семья, дети. Это тут присутствует, но все равно какое-то вот есть отдаление. А больше мне по вот этим картам идет как приоритет он в свою сторону лично, как будто бы карьерная лестница, книга, может, обучение чему-то новому, развитие. Больше идет как не связки с близкими родными, а потихоньку как отдаление. Но при этом карта дом сохранена, то есть я не вижу, что там желание там прям разорвать, если это близкие люди.
При этом карта книга как будто бы старается, может быть, по психологии какие-то передачи уж там смотрит, или пытается применять какие-то психологические такие эти трюки, не трюки, маневры. Не знаю, девочки, как-то так. Опять-таки луна на него вышла. Тоже на вас вышла луна и на него. Могут быть зависимости, я уже говорила об этом. Там несколько карт об этом вышли. По луне вот это сочетание, тут видите, карта плод, это как будто бы, ну, это вообще из магического этого, как это сказать, карты. Тут часть карты, она с магическим подтекстом. И вот эта карта, она говорит о том, что могли вклиниваться люди, которые желали ему, мягко говоря, чтобы не реализовывались его планы. Может быть, в личной жизни все не ладилось. Потому что тут карта разочарования, тут карта плода и луна. Это все-таки история о том, что было влияние третьих лиц, скорее всего. Если даже не истинно магическое, то, думаю, тут какие-то могли люди, скорее всего, женщины даже, могли даже пожелать ему, чтобы там в семье не ладилось, на работе как-то не ладилось, с другими барышнями не ладилось. У кого-то даже из-за этого, я не хотела бы это озвучивать, но даже с ребеночком могут быть проблемы как-то отчасти. Так, ладно, по луне еще много тайн, загадок, но и последняя карта мне говорит о том, что мужчина все-таки, так как я озвучила, он, допустим, начинал жить, ну, как многие из нас, да, строить отношения, допустим, семья, детки, аисты, со своими какими-то убеждениями, он был четко, как будто бы там в чем-то убежден, да, стоял на страже этих своих принципов, да, а потом как будто бы пришло вот это вот разочарование, неудовлетворенность какая-то, луна, туман, неопределенность, и мужчина все больше и больше уходит в собственную какую-то реализацию. Где-то карьеру строит, может быть, работает исключительно над собой. Такое как будто бы спокойное сейчас уже вот разочарование, может, в личной жизни, в семейной жизни, вот такое. Но все равно акцент идет, ну, допустим, если он хотел бы там улучшить квалификацию, построить свою новую какую-то империю, улучшить то, что уже наработано, заработано, приумножить, вот как-то так, реализовать себя. Вот такой, как специалист, как личность. Вот как-то так, девочки. Вот такой мужчина. Вот что-то он следит за вами, этот товарищ. Почему он следит за вами? Давайте смотрим. Какой-то серьезный такой мужчина. Он вообще не глупый. Могу сказать, даже уже обжегся, уже какие-то у него приоритеты выстроены, уже видение мира четкое. Где-то уже даже сам столкнулся с тем, что для того, чтобы не разочаровываться в людях, иногда нужно просто отступить, да, в сторону, для того, чтобы окончательно не разочароваться. Так, почему следит за вами? Ой, такие карты тут. Какие-то карты тут чудные. Карта... Ой. Так, сокровище, карта лилия, зелье. Как будто бы красивая девочка, ну, вот следит отчасти, мне сразу вот так вот выхватывается. Как цветок, привлекательная, умеете себя преподнести. При этом с вами хочется вот этой романтики. Вот эта карта вышла. Это даже не сколько там какие-то интимные встречи, там секс или страсть. Вот как будто бы хотелось бы о вас заботиться. Вот эта карта, это как нежнятина какая-то. Тут 14 лет, 15 лет, влюбленность, это первый, какая-то нежность. И тут карта лилия. Вы как красивый цветок, девушка какая-то. При этом сочетание... может быть, карта зелья и черная кошка, девочки. Может быть, у человека такое ощущение, как будто бы, ну что его к вам так тянет? И как это все объяснить? И зачем? Зачем это все? Зачем вы встретились? И что с этим вообще делать? Как будто бы вот при всем при этом от этого всего такое подтекст, вы все равно как будто на расстоянии, но он бы хотел о вас знать, хотел бы понимать, что происходит в вашей жизни.
Так, вот это вот вечная невеста, это о чем? Это как будто история о том, что то ли у вас, как это, гештальт, да, не закрыт с ним, какая-то история, вот мы могли расстаться, да, по-английски, да, когда ничего друг друга не объясняя, разворачиваться, люди уходят, расходятся в разные стороны, да, или вы могли уйти из его жизни, вот пропасть, или он как будто бы вот при этом видит вас очень яркой, красивой, привлекательной, райская птица, женщина, которая выделяется из толпы, женщина, которая является этим лакомым кусочком для очень многих. Так как-то... Так, давайте посмотрим, почему за вами следит, что за вечная невеста. Ух ты! Смотрите, как интересно, он сам себе говорит, когда-то я, ну, я так это буду считывать, его как когда-то в отношении вас накрывала карта зелья, это дурман, туман, это как ощущение того, что как человек не совсем собой владеет. И он этому чувствует, это даже тогда не чувства были, это как сумасшествие какое-то, его как накрыло, он подчинился этому. Но при всем при этом он вполне, возможно, он от этого... Знаете, как это говорят, откараскивался, да, может быть, в сторону это все отодвигал и говорил, это не истинная любовь, это, допустим, там, страсть, секс, влечение, еще что-нибудь, как будто бы я этому подчиняюсь, но я понимаю, что это вроде бы как не любовь. Вот как-то так. И вот эта карта говорит о том, что, может быть, и он не получил желаемое, и вы не получили желаемое. То есть вопрос открыт на самом деле. Эта карта называется «Вечная невеста». Это то есть при наличии, допустим, на эту ситуацию, если смотреть, шансов, которые вам давали, возможности какие-то, может быть, желания даже, а ни он, ни вы не получили желаемого, вот по вашей истории. А тут еще интереснее, почему он за вами следит. Потому что вот эта вот история, это в прошлом. Вот это его ощущение того, что да, с этого ничего хорошего не получится, допустим, да, или это не настоящая любовь, и вообще что-то такое, вообще, ну, не нужно мне, переживу. А тут идет карта «Святая вода» и карта очищения, и дальше карта эмоций, вода, эмоции. Это история о том, что время прошло, по святой воде, может быть, он давал себе время подумать, обдумать, переоценка ценностей произошла. Он как будто бы посмотрел на вас и на вашу всю эту историю совершенно под другим углом. Святая вода, вот этот дурман, туман, вот эти все какие-то вопросы, они как смылись. И тут карта очищения. И вот эти вот его мысли, эмоции, я могу сказать, произошло очищение. Очищение в какую сторону? Тут наоборот теперь у человека мысли, я так думаю, тут больше эмоции его накрывают. И он понимает, что это все прошло, а чувство, как будто бы вот этот негатив какой-то, а он тут был. Тут негатив был, тут было какое-то нежелание даже рассматривать эту ситуацию. Может быть, нагнетание какой-то, не знаю, негативной атмосферы какой-то. Что-то тут такое было. Может быть, третьи лица какие-то. Слишком велико было влияние третьих лиц, каких-то событий. А тут как будто бы вот то ли на расстоянии, то ли у него сейчас такой этап в жизни, когда он вот это вот прошел, вот это вот по святой воде, все негатив смывается, очищение, его душа как проходит. И вот сейчас, вот почему он за вами следит, потому что тут эмоции его какие-то, и чистые эмоции, хорошие эмоции накрывают его в отношении вас. И это уже как-то не спонтанно, а это вот у него сейчас это все как будто бы выходит все на поверхность, ему как будто даже, я не вижу, что просто кто-то на него имеет влияние, как будто бы у него вот, у самого глаза на что-то открываются, он по-другому смотрит на ту же ситуацию, которая была, допустим, между вами, там, уже не знаю, там год, два, там у кого-то полгода прошло. Вот как-то так. Так, тут теперь где-то о чем ценности. Так это у него. Ух ты. Пришло какое-то, не знаю, девочки, у него как осознание приходит того, что может быть какая-то информация о вас поступает. Может быть даже, знаете, такая ситуация может быть, когда вы где-то цветете и пахнете, но абсолютно в его сторону то ли не проявляетесь, то ли даже вопросов никому не задаете.
На самом деле, как будто бы оставили его в покое, этого человека. Ну, и дали ему право, или изначально давали жить своей жизнью абсолютно, ну, и свою судьбу с ним не связывая. Тут карта, почему он вами еще следит за вами, интересуется. Вот как будто бы я спросила, что значит на волоске. Видите, тут канат был, да, а осталась только тоненькая такая, тонюсенькая ниточка, да. Какой-то человек хватается за этот канат, и в любой момент тут это оторвется, разорвется эта нить. И у этого человека также ощущение того, что все, раньше вас связывало вот как канат, какие-то эмоции, они хоть были и тут очень много негатива, как будто бы негатива, может быть, чего-то недосказанного, может, претензий каких-то. Тут был какой-то, тут я же говорю, как гештальт, тут что-то не закрыто, не проговор, сейчас я выговорю, не проговорено. Как будто бы у людей, может быть, сами какие-то упреки, претензии в душе, может быть, там в сердце это клокотало, но оно не высказано очень много. Вот так оно и осталось, да, там уже не осталось, там уже вот произошло очищение от этой всей ситуации. У него сейчас как будто бы классные, там не то что эмоции, там какая-то такая, может быть, светлая даже любовь какая-то в его сердце, вот что-то такое. Но при этом вот на волоске почему? Потому что до человека доходит какая-то ценность, скоробей. И карта радуга, ощущение того, что с вами могло бы быть так здорово, вы могли бы союз с вами, может быть, общение какое-то, смогло закрыть все его потребности, он был счастлив, как ребенок. Но карта смерть, вот это все, вот в любой момент сейчас это все обрывается, прерывается. Ну и тут подтекст такой, что тоже по карте Эрос сексуальное влечение, где-то, может быть, даже ревность, он понимает, что ну, такая женщина одна не останется. И вряд ли, если вот вы за него не цепляетесь, вы, допустим, не знаю, то ли не провоцируете встречи, общения, то такое ощущение, как будто бы все, вот вас сейчас судьба может развести навсегда, он может вас потерять из, уже не знаю, там поля своего зрения, в общем, круга общих там знакомых. Как будто бы сейчас вот эта вот последняя нить, она какая-то вас связывает. И если сейчас как будто не проявится, вот карта всадник, то он может вот это сокровище какое-то в виде вас, в виде какого-то общения с вами, он потеряет. Тут идет какое-то такое вот, понимание того, что все, если ничего не делать, то все, ничего и не будет, да, как будто бы. Ой, так, о чем тут не могу понять. Тут где-то он вас чуть ли не какой-то, с одной стороны, по карте Лилия доброе, светлое, и в то же время по черной кошке, может быть, даже считает вас женщиной, которая, может, занимается чем-то таким. Сочетание какое-то вообще несочетаемое. Так, о чем это вообще? Так, это о нем. Ну, скажем так, если он не свободен, все-таки карта кольцо вышла, то тут тоже вот как будто бы не до конца ясно. Он говорит, я в глазах социума, допустим, связан по рукам, по ногам, карта кольцо и карта замок. Тоже как будто бы в социуме я, допустим, реализовался, у меня есть какой-то статус. И я бы хотел все свои там проявления, все свои эмоции, мысли, я хотел бы держать, ну, скажем так, на замке, чтобы никто не догадался. Очень боится бумеранга, да, чтобы не было разрушено. Я так понимаю, для него очень важно вот это вот положение в социуме, вот эта картинка, которую он там создал, какой-то авторитет, да, какое-то уважение каких-то лиц, такое что-то вот. А по поводу вас, он говорит, а с вами вообще ничего не пойму, я по луне, туман, неопределенность. И манит, и страшно, и непонятно к чему это, и какой формат этих отношений тоже, и кто мы друг для друга. Почему-то вас он читает тоже по черной кошечке, как будто бы женщина, у которой множество тайн, которая тоже может скрывать там и союз еще с кем-то, и увлечение кем-то. Почему-то он тут говорит, почему он следит за вами, потому что ему кажется очень много какого-то лицедейства, вот, как будто бы вы перед ним какую-то разыгрываете картинку, да, и в чем так интересно, посмотрите, карта
лицедей, а тут изображена пара такая, девушка в роскошном таком каком-то платье, и у нее маска тоже, маска, тут глазки прикрыты этой маской, а спутник ее, лис хитрый тоже. И вот какая-то как будто бы игра идет, какой-то танец, вот вы как будто бы живете каждый своей жизнью, при этом вас что-то вместе связывает, и при этом вы друг перед другом какие-то разыгрываете, ему так кажется, что вы разыгрываете, он свою игру какую-то ведет. Что-то тут так, я не знаю, какие-то, как маскарад какой-то. Лицедейство, игра какая-то на публику. Но вот в данном случае как будто бы он для вас какую-то игру ведет, а в его понимании, что вы для него ведете какую-то тоже игру. Будто бы истинных своих лиц и желаний ни вы, ни он не открываете. Вот поэтому ему интересно, и хотелось бы узнать. И почему... Так, что за черная кошка? Это его карта. Вот смотрите, опять я уточняю, карта еще вышла, тяжесть. Это как ножка, тут женская изображена, и гиря висит на этой ножке, и рядом черная кошка. Я специально уточнила, это его карта, это ваша, это не ваша карта. То есть это почему он за вами следит, потому что ему тяжело. Там, где он находится, ему тяжело. При этом это какая-то, если у него стабильность, то она такая, знаете, эту стабильность он 1000 раз уже... Материалка, оно ему тоже не с небес упало, он тоже приложил усилия определенные для того, чтобы что-то заработать. Если это какой-то комфорт, то там очень много ограничений. Там какие-то, может быть, люди довольно-таки токсичные, с которыми ему приходится мириться. Да? Ну, каждый делает свой выбор. А опять-таки, почему он за вами следит? Потому что тут вышла карта на него, карта воровства вышла. Потому что человеку очень хотелось бы где-то, может быть, узнать что-то о вас, может быть, даже где-то с вами пересечься, может быть, даже какой-то, ну, не в прямом смысле, там, что-то у вас там, я уже не знаю, авоську с продуктами стырить, нет. Тут как какой-то шанс взять, но при этом, девочки, какое-то потребленческое, сейчас я выговорю без матов, потребительство какое-то, взять от вас что-то, допустим, или спровоцировать вас на какое-то проявление, или какую-то эмоцию вызвать в вас, и это увидеть, где-то самоутвердиться, где-то вот напиться вот этой вашей энергии, подпитаться, зарядиться, как всплеск энергетический, для того, чтобы дальше, может быть, на этой энергии там, не знаю уж, творить, вытворять, идти реализовываться. Воровство — это когда мы берем, а в ответ нифига не даем. Вот тут какая-то такая вот ситуация, знаете, и при этом потом, я за вас спросила, но это не ваша тяжесть. Тут тупик, это не ваше. Это у него состояние такое, что воровство. Хочу хоть где-то глазочком на нее посмотреть, может быть, там пересечься, как-то слово какое-то сказать, самоутвердиться, да, может быть, в ее глазах. Я хочу, чтобы, допустим, как-то часто бывает, там, она выглянула в окно, и тут я лечу на личном каком-то там вертолете, самолете, и она узнала, что у меня все прекрасно, да, там такой, он там вам рукой помашет, да. А при этом карта маска, и все равно вот, как будто человек свои эмоции скрывает, все скрывает за маской, истинного отношения к вам не покажет, истинных каких-то желаний не готов. И в том числе, понятно, вот маска, если сюда ложится, он ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы догадались, что ему плохо. Там, где он находится, что тяжесть это какая-то. При этом тут рядом черная кошечка, знаете, это... Не буду тут говорить, что это мистические какие-то истории, магические. Нет, тут как будто бы человек сам заложник вот этого вот положения где-то, в которое он попал. Почему я так говорю? Потому что у меня такое ощущение, как будто человек сознательно закрывает глаза на какие-то нюансы. Ну, для него в приоритете может быть в основном деньги. А сопутствующее, все, что с этим там связано, ну, как-то закрывает глаза, мирится с этим. Ну, приоритеты расставлены в сторону материалки какой-то, стабильности. При этом для него уже, по-моему, это норма ходить в этой маске и скрывать какие-то свои там желания, поступки, может быть, даже мотивы этих поступков. Привык скрывать. Ну, в общем, интерес к вам сохранен. И эмоции самые разнообразные. Тут спектр какой-то.
Он сам непростой, он сам-то какой-то человек очень, ну, можно сказать, уже не, и далеко не глупый, интересный человек. И вот этот, я же говорю, этот прям палитра этих эмоций в отношении вас тут. Интересно очень. Но есть понимание того, что вот как будто бы сейчас эта нить может разорваться, и тогда вас вообще уже ничего не будет связывать полностью, как будто бы вы где-то сепарируетесь, своей жизнью будете жить, и причем счастливо. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч!